В лаборатории мы сможем выяснить, откуда взялось споровое снаряжение и, быть может, найти способ с ним покончить. Путь выжившего. Глава «Тяжелая техника». В этом видео подробное прохождение. И зачем вообще нам это надо делать? Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. Лучшее обновление 2026. Коротко о главном. Что такое путь выжившего? Это такой гайдик, сюжет в игре Last Day, который разблокирует тебе возможности игровые. Пока ты его весь не пройдешь, что-то у тебя будет заблокировано. А что даст глава «Тяжелая техника»? Во-первых, мы двинемся дальше к операции «Мертвая вода», ну и разблокируем доступ к лаборатории, сможем крафтить миротворец, комплект брони антирада и пусковое устройство. Соответственно, чтобы тебе открыть эту главу, надо пройти предыдущую, острова и так далее, и так далее. Поехали! Глава начинается. Поговорите с Кеем. Здравствуйте, мужчина. Харди, ты как раз вовремя. Мы вскрыли лабораторию и смогли очистить лобби от спор. Ага, но чтобы пробиться внутрь, нам понадобится помощь. Пойдем, сам все увидишь. Пойдем, пойдем, пойдем. Все ответы лежат под землей. Но чтобы запитать лифт, нужно запустить биореактор. Класс, если ты играл ранее, вот этого не было ничего. Чё, ну вот это вот споровая штука-дрюка. Было сложнее, чем я думал, но эта малышка готова работать. Осталось забить баки. Блин, ботан вообще постоянно, да, так подставляет нас. Но что бы мы делали без его мозгов? Когда в лифт заработает, спускайся на второй этаж и найди информацию об исследованиях, которые здесь проводились. Поговорите с Евой. Все очень просто, как всегда. Стрелочкой тебе показывают, да? Надеюсь, у тебя есть верные друзья. Биореактор. Да. Если к этому моменту ты уже выкупишь вот эту фантастическую защитную маску, будет очень хорошо. Если у тебя еще и дрон есть что лучше. Это что такое? Это хранилище, которое на улице стоит. Оно теперь и здесь стоит. Шикарно? Вообще нормально. Поговори с Крисом. Крис, дружище, я пить хочу. Давай уже, пойдем кого-нибудь нагнем. Заработало! Теперь активируй. Чик, все заряжено у меня уже, да, по полной. Спускаемся. Открыть сектор А1. Ну и, собственно, пошла жара, да? Открываем сектор А1. Между делом, шипы. Просто имба. Сколько враг тебе нанес, столько ему в ответ и прилетело. Можно хоть лещами проходить. Дезинфекция. Очень крутой апкаст. Все абсолютно, кроме боссов, минус 25% уровень хп. У ворот, и по тебе реально не будут попадать. Но я ищу вот эту фантастику. Деактивирует все ловушки и наносит урон. Ну и как бы да. Вот про эту штуку тоже не забывай. Негативные последствия. Все. Убить гниющего гибрида. Проникнуть в офисные помещения сектора 1. Поехали. И да, лаборатория теперь наполнилась вот этими засранцами, значит, споровыми. Опять же, если ты играл ранее. Если нет, то и забей. Антиспоровое оружие потребуется для прохождения этой главы. Когда пройдешь болото, тебе все объяснять, да? Тебе разблокируются новые виды рецептов, соответственно, брони, оружия. А вот маску для Собакина надо будет покупать, как и какой-нибудь уничтожитель спор. Что это такое? Ну, гранатомет. А он сильно нужен? Не сильно нужен. Можно прекрасно и без него, если у тебя есть верный друг и дрон. Обрати внимание, дрон, видишь, стреляет в броню. И верный друг тоже. Почему? Их пробивает только споровое оружие. Но если верному другу одеть вот такую маску, капец всасывать будут. Ох ты негодяй, верблюдина. Задача обыскать тайники, убить гниющего гибрида, да? Это первый босс. Лаборатории. Крышки. Классно. Все, ну это такой, да?
Не то, что прям сильно редкий, но да, не постоянно падает. Споровый гигант. Новый вражина. Мужчина с перемотанной головой большой. И воняет еще, ты понял, что? Кусайте их, парни, кусайте. Где? Что еще могу тебе посоветовать? Конечно же, таскать с собой ингаляторы. Опять же, когда ты пройдешь болото, ты будешь готов к продолжению сюжета и будешь знать, что тебе надо и зачем. То есть это те же самые острова по урону, по защите от урона. Оу, а как это так? А почему это так? Великолепно, да? Мне тоже нравится. Это, собственно, вот то самое. Ловушки, ловушки. Обезвредил и нанес урон. Посносил нафиг всех врагов. И еще остались 2 добитыша. Класс, да? Обрати внимание, прохожу все обычным пистолетом. Это самый дешевый. Самый вообще вот просто ни о чем. Когда ты дойдешь до этой главы, это будет не проблема для тебя скрафтить антиспоровый пистолетик. Ну реально. Вот этот парень неприятный, да? Плюющий засранец. Ну, правило все тоже. Не стой под струей. И ел-палы. Доели говноеды. Фигачим. Из-за дрона, да? Пропеллеры шумят. Только дверь открыл. Все, на меня сразу орда посыпалась. Привет, пацаны. Отбегаем. Очень, ёб крутое оружие. Вот этот фантастическое автоматик. Называется антиспоровая винтовка. Ну чё, гибридина ее, повоюем? Давай проверим. Маска еще в порядке. Пошла жара. Давай, друг. Правило все тоже, не стой под струей. Где красные области, оттуда убегай. Блин, честно тебе скажу, он раньше был намного жестче. Теперь он изи-пизи вообще. Че, ну я просто расстреливаю его, и все, да? Серьезно, что ли? Это ты опасный, да? Блин, где опасный босс? Нету опасного босса. Ничего, и это великолепно. Я вообще не против. Что теперь? Проникнуть в офисные помещения сектора А1. Найти информацию о споровом заражении. А вот это что за задание? Это не то. Это... Да, это просто классные события. Блин, ну конечно, плевуна первого, да? У меня верный друг, бедолага, устал. Скушай косточку, маленький. А есть ли тут воин из-за угла? Он везде есть. Да? И да, этих паразитов убивать не надо. Точно такие же парни, как на островах. Один в один. И еще одна небольшая орда. Блин, маска сломалась, и все, и верный друг не отнимает, да? А если маску одеть, то он сам, в принципе, тут всех порвет. Смотри, грязь. Фас, мальчик. По 40, просто по 40. Каждый урон. Да, очень круто. Че, вонять будешь, что ли? Да ну, брось. Он какой-то, да? Да, он что-то излучает, какую-то штуку-дрюку. Так, ну что, готово? Найти информацию о споровом заражении. Тук-тук-тук, парни, у кого тут инфа? Вот, самый важный, который большой вот этот, да, у него, наверное. А может, этот верблюд? Ладно, сейчас всех накажем, а потом, да, спросим. Блин, ну, не очень он отнимает, да? Большой, но ее бесполезный. Вот она информация. Еще один чемодан. Давай откроем. Записки, вот они. Отчет исследований. Использование спор дало первый
положительный результат. Оно и видно. После введения вакцины зараженным, еще пребывающим в сознании, распространение вируса останавливается. Быть может, увеличение концентрации позволит обратить процесс. Они добились новых мутаций. И все. А как туда попасть? Надо выбить пропуск. Где? Ну вот там вот в апкастах, да? Вот здесь. Вот он, красивый пропуск. Впустите, я не хочу назад бежать. Ты же видел мой ролик по лаборатории? Лайфхаки как были, так и остались. Серьезно, конечно. Сама лаба изменилась, враги изменились, да? Новый тип урона теперь. Но лайфхаки есть. Чё мы будем кругаля с тобой бежать? Вот так и все, и готово, и нас пропускают, да? Опачки! Раньше пустенько было, а теперь смотри, что. Застранцы тут тусуются. Молодцы. И 2 чемодана. Так, а тут что у нас навалено-завалено? Опа, ну неплохо, да? В сравнении с остальными ящиками прям шикарно. Ладно, поехали дальше. Вернуться на первый этаж. Поговорите с Кеем. Кей, дружище. На что эти идиоты рассчитывали? Но главное, что эпидемия вируса. Мне нужно обдумать наши дальнейшие действия. А ты пока сдай все найденные материалы. Понял. На что они? Они ни на что не рассчитывали. Они ученые. Лезут вот куда им не надо. Система контроля биоугрозы функционирует на всех уровнях лабораторий. Ага, функционирует. Только не работает ваша система угрозы, блин. Что надо сделать? Чуть-чуть репутации у Евы прокачать. Давай это сделаем. Чик-чик. Все, что нам повыпадало, закинули, да? Опа! Проходим лабу, покупаем ништяки. С премиумом вообще грязь, да? Образцы заражения бесконечные. Новые журналы о тяжелой технике. Прокачка вездехода. Шикарно. Шикарно. Что говорят? Купить кусок защитной ткани. Ну, собственно, он нам потребуется дальше, этот кусок ткани, да? Дайте еще, дайте еще! Блин. Что тут еще? Очень много всего, все важного, нужного. Прям вообще огонь. А здесь, ну здесь вообще прям веричита, да? И котики, и не котики. Класс. Поговорить с Кеем. Гоняйте меня туда-сюда, туда-сюда. Да сколько можно, пацаны? Все пути ведут нас в засекреченный исследовательский центр военных. Бункер Браво. На уровень радиации там зашкаливает. Без нужной экипировки там делать нечего. Крис с группой отправляются в болото на поиски ресурсов, а ты должен отправиться с ними. Первую задачу выполнили. Лаборатория. Вторая тяжелая техника. Забрать немедленно. И теперь все это мы можем крафтить. Новое пусковое устройство. Первый. Миротворец. Делай их сколько влезет. Да, между делом, уравнитель и ультиматум тоже открывается. Выполните квест освоиться в топях. Выполните квест погружения в неизвестность. А вот эти в фонде Генезис. Ну ты понял, да? Проходя сюжет, ты разблокируешь мир. Поговорите с Крисом. Мы с передовой группой отправимся на западную вышку и попробуем наладить связь. Наша задача исследовать болото и найти способ создания антирадснаряжения. Хороший вездеход у вас, ребята. Вот так, раз и готово. И финальная часть. Защита от радиации. Погнали домой. Создать защитную ткань. Ну, соответственно, швейный стол тебе нужен. Чик, пошла жара. И вот сюда тоже давай. Готово был. Создай антирадшлем, куртку, штанишки, ботинки, миротворца и пусковое устройство. 3 штуки. Поехали по порядку. 3 устройства. Термитная смесь.
Север, Титан, те самые острова, которые ты недавно проходил. Оружейное масло, бункер Альфа. Все остальные моменты, где это все тебе падает, даже, пересказывать не буду. Награды сезона. События и ивенты, которых тьма тьмущая. Ну и, конечно, вкладка «Фонд Генезис». Ёп, это великолепно. Почему? По всему. Она была переработана. Добавлена новая вкладка «Болот». Если вдруг у тебя эта вкладка «Болот» будет заблокирована, почитай, что тебе там пишут. Там точно будет что-то типа «Пройдите острова». Так, ладно. Создаем 3 пусковых устройства. Первый — миротворец. Это оружие потребуется нам на болото. На болотах бронированные зомби. Соответственно, оружие нужно вот с такой пометкой. Пробивает бронь. Если у тебя есть дрон, который пробивает бронь, ну ты вообще богом болот будешь. Реально. Тик. Ничего себе, ткани-то побольше надо было создать, да? Готов был. Вооружись миротворцем и антирад броней. Глава «Тяжелая техника» выполнена. Мы отправляемся на болото. Но это уже совсем другая история. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видос. Не забудь поддержать, оценить лайком. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, анонсы всех роликов, стримов, новости по обновлений. Скучно точно не будет. И никогда ничего не пропустишь. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Ну чё, поехали, махина. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серее.